Добрый день, дорогие друзья! В сегодняшнем обзоре по вашей просьбе будет разбор компании Dollar General. Поговорим о деятельности данного актива, сравним с конкурентами, рассмотрим динамику роста финансовых показателей, ознакомимся с прогнозами на будущий период, сделаем анализ графика и подведем итоги. Компания Dollar General была основана в 1939 году и торгуется под тикером DG на Нью-Йоркской фондовой бирже. Компания входит в число крупнейших ритейлеров в США по количеству магазинов. По состоянию на 26 февраля 2021 года имеет 17 266 магазинов, расположенных в 46 штатах. Компания предлагает широкий выбор товаров, включая расходные материалы, сезонные материалы, товары для дома и одежду. Dollar General продает продукцию американских брендов, таких как Clorox, Energizer, Procter Gamble, Coca-Cola, Mars, Unilever, Nestlé, Kimberly-Clark, Kellogg's, General Mills и PepsiCo. Компания предлагает покупателям товары национальных и частных брендов по низким ценам, обычно $10 и меньше, в удобных небольших коробках. 75% магазинов расположены в городках населением 20 тысяч человек или меньше. За последние 3 года она открыла почти 3000 новых магазинов. На сегодняшний день цена акций компании составляет $202,4. За один год цена акций выросла на 32%. В апреле 2020 года она стоила $153. Далее был рост, и в октябре 2020 года цена акции подросла до $223. После чего начался нисходящий тренд, хотя отчеты компании превосходили ожидания аналитиков. После крайнего отчета от 19 марта цена акций выросла на 13%, со $178 до 202. Цена акции выросла за 3 года на 116%. Если сравнивать доходность компании с индексом за долгий промежуток времени, то видно, как Dollar General растет быстрее индекса. Так, например, за 5 лет она выросла на 132%, в то время как индекс вырос на 94%. А за 10 лет компания выросла на 542% против 202% роста индекса. Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о ростовом потенциале компании. Она растет быстрее индекса. С начала года акции Dollar General упали на 3,76%. Это говорит нам, что у компании туманные перспективы или же перспективы радужные и перед нами открываются хорошие точки входа. Давайте разберемся в этом. Для начала сравним компанию с конкурентами и воспользуемся сайтом Finviz. Перед нами 9 компаний, которые относятся к индустрии рынка потребительских товаров со скидкой. Компания Dollar General занимает 4-ю строчку по капитализации, которая составляет $47 миллиардов. Первую строчку занимает компания Walmart с наибольшей капитализацией $378 миллиардов. Вторую строчку занимает компания Costco с капитализацией $154 миллиарда, обзор которой был у меня на канале. Рекомендую посмотреть данный ролик, кто еще этого не сделал. Вверху экрана вы увидите подсказку к просмотру данного ролика. А также не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк авансом к данному ролику. Это поддержит развитие моего канала и придаст мне большего стимула к созданию роликов, посвященным инвестициям. Третью строчку занимает компания Target с капитализацией $96 миллиардов. Касаемо мультипликатора P на E у Dollar General он составляет 19. Это наименьший показатель в сравнении с 5 наибольшими компаниями по капитализации. В этом отношении мы можем поставить плюсик. Форвардное значение P на E меньше основного показателя P на E. Это говорит нам о том, что ожидается увеличение прибыли на акцию в ближайшие 12 месяцев при неизменной стоимости акции. В этом отношении также можем поставить плюсик. По мультипликатору PEG компания также недооценена в сравнении с конкурентами. По показателю P на S компания покрывает свою капитализацию выручкой за 1,4 года. Хотелось бы видеть выручку у компании на более высоком уровне. В этом отношении у конкурентов дела идут немного лучше. По показателю P на B он находится в среднем значении в сравнении с конкурентами. Свободного денежного потока у компании достаточно для развития своего бизнеса. Компания также платит дивиденды, но о них мы поговорим чуть позже. С рентабельностью собственного капитала, активов и инвестиций у компании также не возникает проблем. Маржинальность бизнеса также находится на высоком уровне по отношению к конкурентам. Из краткого анализа компании и сравнения с конкурентами можно сделать вывод, что Dollar General недорогой по мультипликаторам, а даже имеет некоторые преимущества. Но мультипликаторы это лишь значение в настоящее время. Нам важно оценить динамику изменений к прошлому периоду и взглянуть в будущее компании и оценить ее перспективы. Давайте теперь детальнее поговорим о компании и сравним ее динамики.
По динамике мультипликатора P на E в настоящее время он равен 19. За последние 10 лет это среднее значение по компании. Наибольшее значение по компании было 25,93. По графику видно, как с февраля 2020 года компания имеет нисходящий тренд P на E и несколько остывает по данному показателю. За 2020 год компания добилась рекордных показателей по прибыли и выручке, цена акций при этом не взлетела в космос, а наоборот, финансовые показатели у компании выросли быстрее, чем котировка. В этом отношении мне нравится данный актив. По историческому значению мультипликатора P на B, который равен 7,3, в настоящее время он несколько высоковат по отношению к своему историческому значению. Средний показатель P на B за последние 10 лет равен 3,75. Компания за последние 2 года существенно нарастила долговую нагрузку для открытия новых магазинов и складов, но данная долговая нагрузка несущественна для Dollar General. Операционная прибыль без каких-либо проблем покрывает проценты по платежам. В этом отношении управление компанией грамотное. Это можно заметить по эффективности использования финансового рычага. Как было отмечено ранее, можно увидеть, как компания нарастила долговую нагрузку. Увеличение долговой нагрузки способствовало увеличению финансовых потоков, таких как выручка, прибыль. С маржинальностью, как с чистой, так и с операционной, у компании никаких проблем нет. Она находится на высоком уровне. Рентабельность собственного капитала и активов находится также на высоком уровне. За последние 3 года рост выручки составил 16%, рост EBITDA 23% и рост прибыли на акцию 23,6%. Это высокие значения. Давайте теперь поговорим о дивидендной доходности. Дивидендная доходность у компании небольшая, она составляет 0,83%. Компания не так давно начала платить дивиденды, всего 5 лет назад, при этом на протяжении данного периода ежегодно увеличивает эти выплаты. Payout ratio составляет 17%, то есть 17% от чистой прибыли компания направляет на выплату дивидендов. Это низкое значение, и компания может позволить себе и более высокие выплаты дивидендов. Средний рост дивидендных выплат за 5 лет составляет 10,5%. В сравнении с сектором компания превосходит его как по росту выплаты дивидендов за 3 и 5 лет, так и по росту выручки, прибыли, свободному денежному потоку на акцию. Теперь давайте взглянем на динамику роста финансовых показателей. По росту выручки видно, как компания ежегодно наращивает ее. В 2020 году компания достигла 31 года подряд положительного роста продаж в одних и тех же магазинах. По словам компании, приведенного из годового отчета, цитата: «Этот рост, который произошел в различных экономических условиях, является результатом нашего убедительного предложения о ценности и удобстве. Хотя нельзя дать никаких гарантий, что мы продолжим добиваться положительного роста продаж в тех же магазинах в любой отдельно взятый год. И в настоящее время мы считаем маловероятным, что мы достигнем положительного роста продаж в тех же магазинах в 2021 году. В результате необычно высоких результатов продаж, которые мы наблюдали в 2020 году». Конец цитаты. По динамике роста прибыли также виден ежегодный прирост, как чистой прибыли, так и операционной прибыли. При этом также растет маржинальность. Прибыль на акцию также растет. Касаемо обратного выкупа акций или доп. Эмиссии, компания осуществляет обратный выкуп. В 2020 году компания выкупила 12,3 миллиона своих акций за $2,5 миллиарда по средней цене $211 США. Компания внесла поправку в программу обратного выкупа акций, увеличив разрешение на обратный выкуп на $2 миллиарда США, имея резерв в размере $380 миллионов. Тем самым компания в последующие периоды предусматривает средства на обратный выкуп своих акций на сумму $2,38 миллиарда. То есть компания выкупает свои собственные акции по рыночным ценам, показывая на уверенность в своем бизнесе и его развитии, что приводит к росту ее котировок. Активы у компании также растут ежегодно. Обязательства у компании также растут, по итогу активов больше, чем обязательств. Акционерный капитал, как и собственный капитал у компании подрастает. Рентабельность собственного капитала ежегодно растет. Операционный денежный поток у компании ежегодно растет. По инвестиционной деятельности компания направляет денежные средства на улучшение, модернизацию, реконструкцию и перемещение существующих магазинов. В течение 2020 года компания открыла 1000 новых магазинов. По финансовой деятельности в 2020 году компания выкупила 12,3 миллиона обыкновенных акций на общую сумму $2,5 миллиарда и выплатила денежные дивиденды в размере $355,9 миллиона. По прогнозам компании, капитальные затраты в 2021 году составят от 1 до 1,15 миллиардов долларов. Ожидается, что капитальные затраты в 2021 году поддержат рост магазинов, а также инициативы по реконструкции и перемещению, включая капитальные затраты на улучшение арендованного имущества, приспособлений и оборудования, строительство новых магазинов,
затраты на поддержку и улучшение инициатив по цепочке поставок. Давайте теперь поговорим о прогнозах компаний. Как было отмечено ранее, компания не ожидает в 2021 году достигнуть положительных ростов продаж по отношению к 2020 году. Ожидается снижение уровня продаж на 4-6% в магазинах, которые уже существуют. Ожидается снижение прибыли на акцию до уровня 8,8-9,5 долларов, что отражает совокупный годовой темп роста от 14 до 19% на скорректированной основе в течение двухлетнего периода. Ожидается, что уровень капитальных затрат составит 1,05-1,15 миллиардов долларов в целях поддержки и стимулирования будущего роста. Также ожидается увеличение ежеквартальных дивидендных выплат в размере 0,42 долларов на акцию, что составляет 16,7% роста. Компания также планирует обратный выкуп своих акций в 2021 году на сумму 1,8 миллиардов долларов, что отражает сильную позицию ликвидности и уверенности в долгосрочных возможностях роста бизнеса. В 2021-2022 годах, по мнению аналитиков, ожидается нисходящий тренд в плане прибыли и выручки. И лишь в 2023 году ожидается увеличение финансовых потоков выше достигнутого уровня по итогам работы за 2020 год. Теперь давайте посмотрим на среднюю консенсус цену аналитиков на 2021 год. По мнению аналитиков, ожидается рост цены акций. 14 аналитиков сделали свой прогноз, 13 из которых выступают за покупку акций, 1 за удержание. Средний консенсус цена составляет 228 долларов в течение будущих 12 месяцев, что на 13% больше уровня текущей цены. Теперь давайте посмотрим на график и сделаем технический анализ. По графику видно, что цена акций достигла своих исторических максимумов в четвертом квартале 2020 года. В тот момент цена акций составляла порядка 223 долларов. Я думаю, если цена за акцию достигнет данных значений, то крупными игроками рынка будет фиксация прибыли. Это будет уровнем сопротивления, и с большей долей вероятности котировка может пойти вниз, ввиду того, что компания будет уже перекупленной и она не будет показывать высоких значений по прибыли. Также ожидается некоторая стагнация финансовых потоков в 2021-2022 годах. Далее. Компанию активно откупали по цене в 178 долларов в марте 2021 года. Компания хорошо проседала, и это были хорошие возможности для покупок. Считаю это справедливой стоимостью по отношению к той прибыли, которую она приносит. Принимая во внимание тот факт, что компания планирует обратный выкуп своих акций в 2021 году, это может спровоцировать рост котировки. Я думаю, что компания в течение 2021 года будет находиться в боковом движении, и на просадках можно будет ее покупать ближе к уровню 178 долларов, и она может дать неплохой возврат на капитал. В целом считаю, что компания подходит для долгосрочного удержания и по текущим отметкам по ростовой стратегии. Дивидендная доходность менее 2%, и лишь через 19 лет при текущем уровне увеличения дивидендных выплат в 10% она достигнет уровня инфляции США по доллару на сегодняшний день в размере 2%. Теперь, друзья, давайте подведем итоги из всего вышеизложенного. Подводя итоги, компания заслуживает оценку 7,5 баллов. По мультипликаторам у компании в целом все в порядке. Несколько высокий параметр P на B и Debt to Equity, низкий уровень дивидендов, но с высоким уровнем их увеличения. Касаемо финансовых потоков, вопросов не возникает. Компания устойчивая, с понятным бизнесом и структурой управления. Подходит для долгосрочного удержания по стратегии рост. На этом, друзья, я буду заканчивать данный ролик. Напишите, как вам обзор данной компании. Держите ли вы ее в своем портфеле в настоящее время или планируете к приобретению. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк, а также напишите, какие компании вам интересны в следующих обзорах. Инвестируйте только в понятные компании с устойчивым бизнесом, и в долгосрочном плане это даст положительный результат в вашем портфеле, и вы будете получать удовлетворение от проделанной работы. Спасибо за внимание, друзья, до скорых встреч!